Привет, друзья! В этом видео я хотел бы рассказать, почему опасно использовать Community Nodes N8N и почему их можно устанавливать только на self-hosted, а не в cloud решениях. Давайте посмотрим, если вам это интересно, если вы за безопасность, так же как и я, в первую очередь, а потом все остальное. Смотрим. Итак, что же такое Community Nodes? Community Nodes — это какие-то пакеты, которые вы можете поставить в N8N, перейдя в настройки. Здесь вы можете Community Nodes, вкладка слева, и здесь Install Community Nodes, и здесь прописать npm package name. И вот здесь вот вы увидите, что вы понимаете все риски установки из публичных источников. Об этих рисках мы поговорим сейчас в видео. То есть, когда вы ставите, в данном случае я хочу привести пример, вот MCP нода, которая, если вы не видели, посмотрите, что такое MCP. Вы прописываете просто это имя, и она устанавливается. Вот здесь вот. И у вас появляется отдельная нода, прям в workflow вы ее выбираете и можете использовать. Но хочу обратить ваше внимание, что вы должны обращать в таких случаях, кто здесь контрибьюторы, сколько здесь звезд стоит, перед тем, как использовать. Но самое главное, и хорошо бы разбираться в коде и посмотреть код, который сейчас здесь установлен. Но это не гарантирует безопасности. Почему? Потому что это какой-то кастомный код, написанный каким-то одним или несколькими разработчиками, который вы когда ставите у себя на N8N, то станет возможным запускать любые скрипты, когда вы вызываете эту ноду. Что очень-очень опасно, если вы не доверяете, либо не уверены в качестве кода. Но опять же, здесь может быть сейчас один код, а потом, когда выйдет обновление, будет совершенно другой код. Имейте это в виду. Я пока придерживаюсь такого правила. Если у вас должен быть тестовый сервер, на котором вы можете это проверить, на продакшн сервера, которые работают с реальными данными, я очень скептически отношусь к установке Community Node. Я лучше подожду, пока, например, эту ноду перетянут команда N8N в свой репозиторий, и она будет доступна без Community Node. Таким образом, мы можем гарантировать как-то безопасность этого решения. В этом случае я стараюсь держаться от этого подальше. И если у вас второй уровень безопасности, который желательно контролировать, это когда вы запускаете self-hosted ноду в докер-контейнере, не используйте команду sudo, то есть под правами администратора полного. Таким образом, если вы запустили под sudo, то тогда любые скрипты будут исполняться на сервере вплоть до удаления всех данных на сервере, либо копирования их в какое-то облако. Итак, в этом видео мы проговорили, чем опасна Community Node. Имейте это в виду всегда перед тем, как будете ставить. Второй момент — это не запускайте self-hosted решения под sudo команды. Если вам это интересно, как настраивать пермишины, не используя sudo команду, пишите также в комментариях, ставьте лайки. От этого зависит те видео, которые я буду снимать в будущем. Увидимся! Ты подписался?